Наталья Александровна, добрый день. Вы профессор, доцент, да, готовили доклады. Профессор и доктор наук. Доктор наук. Да. Готовили доклады для Государственной Думы, Совета Федерации. Сегодня вам делали отвод. Ваше впечатление? На самом деле это право суда дать отвод кому бы то ни было. Но вообще очень симптоматично то, что я считаю, что просто испугались. И испугались того, что специалист в уголовном праве даст свою позицию по квалификации того, за что судят Ходорковского и Лебедева. Скажите, пожалуйста, а прокурор Лахтин сказал, что вы сюда пришли пиариться. Знаете, мне его пиар точно не перепиарить, это абсолютно точно. Прокурор Лахтин, к сожалению, не умеет себя вести в судебном заседании. Мне очень стыдно, что мы таких студентов когда-то выпускали. Потому что там, где заканчиваются аргументы, там начинаются оскорбления. Но это то, что вообще ни в какой среде недопустимо, абсолютно недопустимо и нетерпимо в суде и в правосудии. И мне крайне удивительно, что судья не сделал даже замечания по этому поводу. Это, конечно, нонсенс. И это, к сожалению, характеризует наше правосудие. Если бы прокурор Лахтин был бы вашим учеником, а вы бы его встретили на улице, что бы вы могли сказать? Да убил бы сразу. Ну, я не могу себе представить, я просто не стала бы с ним разговаривать. Я считаю ниже своего достоинства разговаривать с людьми, которые подобным образом ведут себя при исполнении профессиональных обязанностей. Можно занимать какую-то позицию и отстаивать ее, но когда люди переходят на личности просто для того, чтобы себя показать, я не знаю, это, конечно, переходит все границы. Наталья, что вы могли сказать такого, что испугало? Дело в том, что если смотреть по признакам хищения, хищения вменяют и Лебедеву, и Ходорковскому, то практически ни одного признака хищения установить в данном случае невозможно. Потому что, насколько мне представляется, имела место обыкновенная хозяйственная деятельность. И придумать, что эта хозяйственная деятельность на самом деле осуществляется организованной группой, я не знаю, следующим шагом будет то, что мы придумаем они, то есть придумают, что семья – это тоже устойчивая организованная группа. Признак устойчивости – это обязательный признак организованной группы, а семья – очень устойчивая группа. Поэтому, видимо, не хотелось, чтобы это прозвучало в суде, потому что оценки специалисту понятно, что в данном случае обвинение надумано, и квалификация надумана, и есть желание выдать обыкновенную хозяйственную деятельность за преступление. Скажите, пожалуйста, те выводы, которые сейчас озвучили, постановление о привлечении в качестве обвиняемого достаточно для того, чтобы прийти к таким выводам, или все-таки действительно требовалось изучить материал дела? Нет, конечно, надо изучать уголовное дело полностью для того, чтобы дать абсолютно тщательный анализ доказанности и недоказанности вины. Но я ведь и не говорю о доказанности или недоказанности, я говорю только об уголовно-правовом характере того деяния, которое вменяют. А уголовно-правовой характер деяния, какое деяние мы оцениваем? Деяние заключалось в том, что нефть продавалась нефтедобывающей компанией ЮКОСу. ЮКОС перепродавал эту самую нефть дальше. И разница в этих ценах и получении ЮКОСом прибыли, если очень грубо, но это абсолютно точно, и я думаю, что это и в обвинительном заключении есть и везде, именно получение прибыли ЮКОСом и считается, расценивается, разница в ценах расценивается как хищение. В этой позиции ни при каких обстоятельствах не может быть усмотрено хищение. Не может быть усмотрено хищение. Во-первых, существует свобода договора.
Это гражданско-правовое начало. И согласно свободе договора, люди, которые заключают, уполномочены на заключение договора, а все стороны, насколько я поняла, тут, конечно, надо проверять по всем документам, которые есть в деле, но, насколько поняла из постановления о привлечении в качестве обвиняемого, люди, которые заключали эти генеральные соглашения и договоры, были абсолютно компетентны это сделать. Они заключали договор своей собственной волей, и поэтому говорить о том, что они действовали не просто противоправно, не в гражданско-правовом смысле противоправно, а в уголовном правовом смысле противоправно, абсолютно неверно. Ни на чем не основано, совершенно ни на чем не основано. Никто еще не отменил провозглашенную Конституцией свободу экономической деятельности, она существует. Но она попирается вот подобными решениями. Потом это создается крайне опасный прецедент, просто крайне опасный. Если этот прецедент, а судя по тому, что вот и меня отвели, я так понимаю, что есть обвинительный уклон у суда, хотя у суда не должно быть никакого уклона. Если будет создан этот прецедент, то можно поставить крест, в принципе, на экономике России. Почему? Потому что вся экономическая деятельность в России во многом определяется такими договорами, которые существуют и вот по данному делу. То есть, что такое рыночная экономика? Это желание продать свой товар таким образом, чтобы можно было жить дальше, а следующий продает по чуть более высокой цене. Это есть во всех экономических отношениях. Если мы здесь сейчас усмотрим хищение, можно будет усмотреть его во всех экономических отношениях. Поэтому это абсурд. Просто абсурд. Ну а уж считать, что управленцы, главные управляющие менеджеры являлись в данной ситуации организованной группой, это вы меня простите вообще не знать уголовного права. В принципе, не представлять себе, что такое организованная группа, как она понимается. Спасибо. Спасибо.